Привет, я Саян. У меня в гостях Филипп Текси, рифлер команды Team Nemesis. Уже через пару дней ребята отправятся на крупный лан-турнир в Гуанчжоу. Сейчас очень важный этап подготовки, и ребятам как никогда нужна ваша поддержка. Филипп, спасибо большое, что согласился. Очень приятно с тобой наконец пообщаться. Расскажи, как настроение, как буткемп? Да, все хорошо, буткемп, ну, хороший, но могло быть и лучше, а так все продуктивно работаем, готовимся к турниру. Лучше ты говоришь, имеешь в виду условия? Ну да, можно так сказать, все так быстро было организовано, там не все идеально. Прежде чем приступим к самому интервью, очень хочу спросить про CCT. Был ли он одним из столпов вашей подготовки к Китаю? То есть повлияло ли то, что вы рано вылетели на тренировочный процесс? Нет, ЦЗТ мы не ставили в приоритет, просто это он был принят до Китая, и мы приняли решение его играть на буткемпе. А как вообще анализируешь, что произошло и что чувствуешь по этому поводу? У Да, это первые дни адаптации, нам было там не непривычно играть, поэтому могло что-то повлиять, и вот так плохо вышло. С дома, возможно, бы лучше сыграли. Потому что привычнее обстановка, Ну девайс или да, да. Нет, не девайсы. Просто, в общем, мы домашние такие челы. У нас это первый буткемп именно этим составом. И у нас нету как бы такой синергии или спокойствия. Все необычно. как? Давай немножко поговорим о тебе. Мне интересно, в чем разница между Филиппом в своей самой первой киберспортивной команде и Филиппом в Немезис? Ну, вообще, это моя вторая команда, и огромная разница в плане просто отношения к делу. Потому что, когда я начинал, я не знал, что все так далеко ну, как бы продолжится, и выйду плюс-минус на такой уровень. Просто было гораздо меньше отношений. Плюс там по времени я находился гораздо меньше в игре, и ответственности тоже было меньше. А сейчас это как прям полноценная работа, хобби, все вместе. Поскольку ты сказал, что не ожидал, что это зайдет так далеко, тогда кем ты думал стать или кем бы ты мог стать, если бы не про игроком? Там много вариантов, да, обычным работягом, работягой, там, любым челом. Как бы в жизни пошло, не знаю, кассиром, пофиг. Ничего себе. Я просто видела, что ты постил какую-то фотку удостоверения из колледжа или что-то такое на М, юриспруденцию. Да, да. Я один раз в этом колледже был, я не учился, вообще все равно. Я не планировал учиться по специальности. М. То есть просто сходил, фотку сделал, Да, удостоверение. да. У меня есть ощущение, что вот киберспортивная карьера, она заставляет повзрослеть людей раньше. Так ли это в твоем случае? Пришлось ли тебе отказаться от чего-то? Ну, если смотреть на мой возраст, то да, это, скорее всего, очень сильно влияет на, в общем, отношение к жизни. Потому что ты в супер раннем возрасте попадаешь на такую работу, где ты уделяешь все свое свободное время. Что-то я забыл вопрос. Выбранный путь заставил тебя повзрослеть раньше других, Мгм. и пришлось ли отказаться от чего-то? Отказаться, ну, пришлось от учебы. Я вообще никогда не любил учиться и не учился, просто как бы так и так отказался от нее. В общем, от личной жизни, там, ты сидишь за компом все свободное время и развиваешься. Там больше ничего не делаешь. Ешь, спишь. А есть ли что-то, чего тебе сейчас не хватает в жизни в связи с тем, что ты 24/7 сидишь за компом? Не хватает жизни, ну, наверное, это встречи с близкими. Я там с семьей вижусь раз в год, раз в полгода. Ну, в М. основном все, больше ничего не влияет никак. Ты говоришь про близких. Твой брат,
уже вот запасной игрок команды Prevision, то, что брат приводит своего брата в игры, это, ну, дефолтная история, но чтобы оба становились проигроками, это прям большая редкость. Как у вас так вышло? Ну, мы изначально с детства просто играли в игры, нам это показал старший брат, и в саму контру я играю с 7 лет, там в разные версии. Просто вместе играли, и вот Faceit вышли там. В моменте прям очень хорошо в раннем возрасте по Faceit были. И вот случайным тоже образом попали в команду. Сначала там был микс друзей, потом через Faceit, через одного там тренера попали в одну команду. Все очень хорошо сложилось. А расстроились, когда пришлось разойтись в разные команды? Вообще, да. Но я понимал, что это большой буст для меня, потому что Эмиль тогда сильно выделялся, и я как игрок был гораздо хуже. Ты не раз сталкивался с ним в официальных матчах за разные команды? Это плюс давление, мотивация или нет разницы? Не, есть разница, да, просто в конкуренции у тебя этот матч, он как-то ощущается, типа, не то, что ты играешь обычную игру, а просто, чтобы как бы сыграть лучше против брата. То есть это скорее плюс мотивация. Да, А поддерживаете ли вы как-то друг друга после поражений? да не особо. Ну, типа, столько поражений, там, после каждого поддерживать, пофиг. Там, но в основном, если он же там прям важно проиграл, могу написать ему, типа, бывает. А можешь рассказать и показать татуировку и первую, и последнюю? Я знаю, что ты сделал новую. Блядь. Вот татушка. Ага. И вторая на ноге. Тут видно? Не видно. Вот, блядь, О, блядь. гимнаст. Хорош, хорош. Это просто эстетичное что-то или с Ну, чем-то связано? первая это такая татушка, типа, там, можно сказать, фигней страдал и решил эту татушку обозначить так, что, типа, это новый я. Вторая это для эстетики, мне просто нравятся татушки. Поняла. А, у тебя в Steam профиле очень много интересных деталей. Например, у тебя там написано, что ты самый большой фанат Кинки. Почему? Ну, Сёма Кинг это мой первый капитан, и он такой, типа, старенький для контры, и он очень рофильный. И когда мы с ним играли, там, 3 года мы вместе проиграли, прям очень хорошо общались, сблизились, типа, как люди. И просто вот так для воспоминания оставил этот ник, типа, biggest kinky fan. Как ты думаешь, ты поменяешь это когда-нибудь? Не знаю, может быть, но может быть просто останется. Еще ты рассказывала, что за основу для своего никнейма взял никнейм другого человека, Тенски. Почему? Но мне просто сам ник понравился, я даже не знал, что ты как бы такой жесткий профессиональный игрок на тот момент. Как бы просто красивый набор букв, и я его там изменил пару раз. Вот вышел мой ник. То есть ты его просто где-то встретил там на фейсите или в игре, или... Увидел на Твиче там матче и где-то на Ютубе на хайлайтах. То есть ты не какой-то его фанат, просто Нет, чисто. нет. А еще почему Амацу Микабоши? Это такой типа Марвел персонаж из в комиксов Бокхауса. Просто тоже нравится. По приколу поставил. Тебе Ничего не значит. нравится внешне, эстетично или как Да, да, да. персонаж? Ну, эстетично, плюс сам, типа, вот этот Бокхаус. Тоже прикольно. А китайский флаг у тебя в стиме это рандом или какой-то интерес к Это стране? просто для профиля. То есть, типа, сочетается с фон профиля. Мгм. И расскажи о своем экспириенсе в Фортнайте. Я играл в контрол прям очень долго.
И у меня украли аккаунт, и я что-то решил попробовать новое. Мне тогда брат старший опять посоветовал игру Fortnite. Я играл ее, она меня очень сильно затянула. В итоге я в нее 2 года поиграл. Мгм. Мне было лет 12, и вот только 13 исполнилось. Я тогда хорошо играл, но у меня просто начала игра вылетать, не заходить в неё. И я так контролировался. А я там очень жестко, на самом деле, на тот момент играл. Могло, возможно, что-то выйти. Ну, вряд ли. Лучше То есть контра. почему? Да просто контра это компетитив, где здесь больше взаимодействия с командой, а Fortnite такой. На тот момент был соло-дуо, типа не командно, там сейчас и трио, и сквады, но в основном типа мало игроков. И больше нравится компетитив, где 5 против 5. Немножко двигаемся к карьере и контре. Э, Что твое любимое и нелюбимое в карьере киберспортсмена? Вообще все нравится. Ну ладно, нелюбимое это пересадки. 3-4 пересадки в самолетах. Вот это прям нелюбимое. А что-то другого, наверное, нет. Как думаешь, когда будешь постоянно путешествовать, это то, о чем жалуются большинство киберспортсменов? Будет ли тебе это надоедать? Смотря на каком уровне мы будем выступать. Если стабильно на тир-1, я думаю, справлюсь с этим. Как бы не будет сильно важно вот эти перелеты и пересадки. А веришь ли ты в талант в чистом виде? Э, Ну, конечно, каждый там игрок по-разному талантлив. Просто это тоже нужно как бы развивать. Если ты талантлив до определенного момента. И на каком-то Мгм. моменте вот тебе уже нужно просто сильно много работать. А у тебя вот что пришло первое? У тебя был какой-то талант натуральный, который ты развивал, вкладывая очень много сил, или наоборот? Вначале прям, скорее всего, талант был просто потому, что я играл, ничего не делал, как бы, ну, просто играл и попал в команду. Потом, когда Эмиль ушел, вот там уже очень много работал, чтобы просто выйти из обычного игрока там в более сильного и востребованного. А в чем это заключается? Просто очень много играть или что-то помимо этого? Ну, все делаешь осознанно, там, смотришь демки, микру прокачиваешь. Что ты смеешься? Ну, оно само проходит. Да. Но в основном в CS2 я начал микро жестко прокачивать. Я таким был нубчиком, ну, по механике именно. А в ней уже начал прям сильно об этом задумываться и прокачивать. Ты говоришь об аиме или о чем-то еще? Ну, про кнопку. Ну, в основном про кнопки. Потому что в контре они очень сильно влияют сейчас. Как ты кнопки жмешь, как ты вот все это чувствуешь. Учитывая, как рано ты опять же попал в эту среду, есть ли в этой сфере что-то, что оказалось совсем не таким, как ты ожидал? На самом деле, я очень рано попал в эту среду, и у меня как бы не было другого опыта, чтобы с чем-то сравнивать. Поэтому я думаю, нет. Я еще слышала, что у вас есть командный психолог. Расскажи о своем опыте и как к этому относишься. Изначально не хотел ходить к психологу, просто потому что думал, что это не нужно. Но в итоге задумался и думаю, что это там прокачает меня 100% в чем-то, просто дело времени. Пока вот прям такого какого-то м, рассказа об этом нет, потому что там немного провел с ним. Мгм. Ты в этом видишь ценность для своего личного роста или скорее как для команды и командного игрока? И личного, и командного там определенные есть моменты, которые и мне помогут, и команде. Если бы, допустим, у вас ну, в будущем не будет командного психолога, задумаешься ли ты о том, чтобы пойти лично? Вряд ли. При разборе командных демок на что ты обращаешь внимание больше всего? Ну, командные демки мы, в общем, смотрим на макро и принятие решений индивидуальных.
Сам я, наверное, смотрю просто, как я действую на карте по инфе на карте. На мои действия по инфе тиммейтов и так далее. В связи с этим тогда есть ли какая-то у тебя плохая игровая привычка, которую ты пытаешься пофиксить сейчас? Не знаю, ну, прям плохой игровой привычки нет. У меня есть просто проблема именно со спокойствием. Я нестабилен в спокойствии, все, а именно игровой привычкой проблемной я не замечал. То есть ты легко тильтуешь или о чем ты? Не тильтую, типа легко горю с какой-то фигни. На тиммейтов или на ситуацию? На ситуацию, на противников. И я правильно поняла, что это мешает командной коммуникации? Или в чем? Да, да, может влиять. Если я вбиваю твое имя в Google, то первое, что там выдается, это довольно старый Reddit пост, где люди спорят о вот этом, короче, предупреждении, которое тебе выдали все сети за то, что ты дисконнектнулся, играя за команду Rush B. И люди в целом поделились на два кемпа. Одни говорят, что ты гений и вообще молодец, и умничка. А другие говорят, что это неспортивное поведение, и тебя вообще должны были забанить, если бы вы там не проиграли. Расскажи про эту ситуацию вообще со своей точки зрения и что произошло. Ну тогда я типа задержался и прошло время. Я как бы должен был раунд закончиться, я не должен был получить денег. Я для этого вышел, чтобы мне дали деньги для next раунда, чтоб сделать бай. Я ливнул, ну, я не подумал о том, что это как-то повлияет, и вообще не знал, что это там может повлиять. Типа, просто подумал, что фича никто не знает, может так сделать. То есть это было как бы не придумышленно. Нет, нет. А что думаешь об этом спустя время? Ну, если бы это никто не сделал, я бы, наверное, тоже бы сделал опять. А так, ну, это неправильно, это типа абуз, как какими-то там багами, которые запрещаю. Если бы это противники против тебя сделали, ты бы сгорел? Не, мне вообще все равно было бы. Сейчас для следующего вопроса я тебе хочу показать мой любимый клип. Готов? Мгм. Ну, блядь, он отец ебаных пистолетов! У него, блядь, 15 киллов на пистолетах, нахуй! Алло, блядь, ты ганы тренируешь? Нет, блядь! Чё за хуйня? Я это видео посмотрела раз в 50, если не больше. Мне очень смешно. Но мой вопрос в том, да, что произошло, и до сих пор ли Дэйм отец пистолетов? Ну, вообще, да, Данек пиздец ебашит с пистолетов. Это просто, ну, до сих пор ебаный отец пистолетов. На, Это том, был... на той катке он, я не знаю, с дигла всех убивал. С дигла на пистиках вот просто одни киллы с пистолетов были. Я пиздец загорел с этого. Это же, я так понимаю, еще было до того, как вы вместе начали играть, да? Да, да. То есть это был просто паблик, и ты... Ну да, да. Обожаю это видео, конечно. Э, Хочу немножко еще про Немезис поговорить. Расскажи, как собирался текущий состав, как себя чувствуешь в нем? Состав собирался вообще из Gun 5. Я уже пришел сюда, здесь был Вано, Даня. Потом поменяли двух игроков, взяли Алима на тестах. И поменяли Озерского на Жеку. А, что дало огромный буст команде в плане именно скилла и стабильности. Почему ты посмеялся опять? Здесь пацаны с палок.
входе А. 10. А как вы узнали о том, что вас хотят Немезис подписать? А, изначально вообще Вано написали, чтобы его на кэпа там взяли в Немезис. Он как бы, возможно, рассматривал бы этот вариант. А потом всю команду захотели забрать. Потому что мы там за бесплатно уходили. И что ты тогда испытал, когда ты узнал, что вас всех хотят подписать? Да не только они хотели на тот момент, но с ними очень быстро подписали, что там дало в итоге быстрый прогресс, и мы не потеряли время на этом. Так вообще было кайфово. Есть ли сейчас в составе игрок, у которого ты учишься чему-то? Ну, наверное, да. Ну, у каждого чего-то можно поучиться. Типа, у Вано Селтера можно поучиться там всему по макро игре и принятию решений, в общем. Да, у Жеки можно поучиться там ментальным всем этим темам. Он жесткий челик. Выделить никого, кого-то одного не можешь. Не-не. В одном из первых постов в Телеграме ты сказал, что развиваться в медийном поле одна из твоих целей на ближайшее время. Это очень необычно, потому что игроки обычно ненавидят медийку, все, что с ней связано. Почему это важно тебе? Это было на тот момент, и я не помню, хотел ли я точно этого сделать. Это тоже был момент, когда Эмиль ушел с команды. Я не знал, что именно будет с моей карьерой, поэтому планировал как бы развиваться в двух сферах. Плюс я был молодой и типа вообще не понимал, что мне нужно было упор сделать на контру. А сейчас что изменилось? А, то просто впадло этим заниматься. И все. А если игроки в КС, чье как бы проявление в медиа тебе нравится? Вообще ничего не нравится. Вообще никакое медиа не нравится. Ну, в плане, типа, я бы не хотел специально ходить, что-то делать. Мне впадло. Расскажи, как узнала о приглашении на XSE и какие эмоции испытала? Что-то мы выиграли ЦЗТшку или две, а может быть и уже Челягу выиграли. Ну, мы, в общем, не рассчитывали, что нас там пока пригласят. Просто рассчитывали на то, что потом мы будут приглашать, когда мы еще что-нибудь там выиграем или удержимся в рейтинге. А вот так выиграли, дали инвайт, плюс там на этом турнире должен был выступать мой брат. Он чисто так удивило в хорошем плане. Что прям такой быстрый первый инвайт на Тир-1 ивент. Я правильно поняла, что это самый крупный твой турнир в карьере Да, пока что? конечно. Как ты вообще готовишься к этому и морально, и в игровом плане? Морально никак не готовлюсь. В игровом плане мы готовимся вместе с командой, а я просто а, отвечаю там за свою индивидуалку. Просто чтобы много играть в фейсита, ботов бить и так далее. Чтобы просто убивать на этом турнире. Ты больше ждешь и предвкушаешь и радуешься этому турниру, или скорее чувствуешь вес какой-то ответственности и давления? Скорее всего, первое. Потому что первый турнир? Ну да, как бы это плюс Китай, большой город, много фанатов будет. Поэтому просто предвкушаю. А а как ты думаешь, соревновательная среда в КС сейчас для тир-2 и тир-3 команд, насколько она хороша для новых ребят, как ты? Ну, наверное, гораздо лучше, потому что сейчас CS2 такая игра, что очень легко выходить молодым игрокам как бы в компетитив, потому что вся игра строится в основном на механике. Из-за этого ты можешь очень сильно там выделяться и попасть в первую свою команду. В CSGO такие игроки были редкость. Плюс огромное количество турниров и как бы ВРС, рейтинг, кланы. Все вот с этого очень легко так получить и выйти на какой-то уровень.
То есть, условно, у тир-2, тир-3 игрока очень понятный вообще путь, как ему пройти Ну да, плюс на академок тир-1. очень много. Достаточно ли стабильно ты чувствуешь себя в этой сфере, чтобы как бы закоммитить свою жизнь этому? Да, конечно. Хорошо. Мы приблизились к концу. Сейчас буду задавать тебе блиц-вопрос. Тебе надо отвечать, не думая. Хорошо? Мгм. Тебе надо расставить в порядке важности индивидуальный эйм, понимание карты, менталку, химию или дружбу и стратегии. Могу написать, если у тебя так Давай, удобно давай, будет. лучше напишешь. Менталка это первое. Потом идет понимание карты, индивидуальный АИМ, а, химия и стратегия. А как так вышло, что ты на первое место поставила менталку, а минуту назад сказала, что над менталкой перед турниром ты вообще не работаешь? Ну, потому что я не считаю, что на меня это сильно влияет, и как бы у меня все будет обычно там стабильно. Но там в основном менталка очень важна, чтобы просто не думать ни о чем на другом на этом турнире. Типа, если ты просто будешь думать о чем-то другом, ты не сможешь ничем другим заниматься. В плане, иметь карту понимать, вообще ничего не делать, не слышать никого. То есть ты перед играми не переживаешь, не волнуешься, у тебя не трясутся руки, там ничего такого. Нет. Так круто, конечно. Хорошо. Если бы ты не был рифлером, какая другая роль бы тебе подошла и почему? Ну, вообще опорник, я до этого был опорником, и мне до сих пор сильно нравится эта роль. Кто лучший игрок всех времен? Донг, Кто лучший IGL всех времен? Селтер, В какую игру играешь, когда нужно отдохнуть от КС? Паб, иногда тоже Fortnite. Чем любишь заниматься вне компа? Вне компа спать обожаю. Ну, если, не знаю, ничего ни другого не делаю. Какая у тебя цель на предстоящий турнир? Просто кайфануть этого тир-1 ивента, потому что это еще самый крупный город, в котором я буду. Такой прям крупный-крупный. Мгм. И выложиться на максимум, чтобы показать себя индивидуально. Какая твоя любимая еда? Рис с курицей. А, Любимый фильм, аниме или сериал? Что ты предпочитаешь? Любимый сериал, наверное... Ну, их много, на самом деле. У меня нет такого прям самого любимого. А сейчас смотрю там «Лучше звоните Солу». Там до этого смотрел «Дом дракона», «Ведьмак», «Игра престолов». Типа вот все такое нравится. А любимого нет. Фильмов тоже нет. Опиши свою команду одним словом. Трудолюбие. Какой турнир за всю историю Counter-Strike показал самый высокий уровень игры? Наверное, вот этот, где Фальконс выиграли. Здесь все прям... Каждый в этом плей-оффе мог быть претендентом на мажор. Мгм. Худшая карта в контре. Раньше Даст был. Не знаю, сейчас, наверное, Анубис. Бедная Анубис. Что важнее в карьере в КС? Уверенность в себе или обучаемость? То и то. На самом деле, уверенность можно прокачать, и обучение тоже можно прокачать. Тоже два важных аспекта. Один предмет, без которого ты не поедешь на лан, не включая девайсов. Ну, наверное, шапка, блядь, волосы убирать. Ты в шапке играешь? Нет, я не играю в шапки, я в лицо умываю в шапке. В шапке? Или в такой повязке? То и то есть. Там просто Мгм. когда это, волосы мокрые, пофиг зализываешь, а когда нет, ты хрен залижешь. Хорошо. Еда, которую хочешь попробовать в Гуанчжоу. Наверное, суши и роллы. Я, в общем, люблю и роллы, и суши, вот я бы попробовал. Это не китайская же кухня. Да, ну азиатская, в общем, не?
Ну, это Япония славится сушами и роллом. Да я не шарю вообще, что в Китае можно кушать. Хорошо, помогу тебе с этим. Если бы ты мог сказать одну вещь разработчикам CS2, что бы ты сказал? Да ничего бы не сказал. Ну, ничего. Не о чем попросить, не за что. Чтобы вернули капсулы. Все, чтобы вернули капсулы с мажора. Не эти, блин, вот эти штучки. Как там их? Пропуска. Короче, Мгм. капсулы, чтобы вернули. Почему? Денег больше с мажора. То есть это ты как бы заранее о своем будущем переживаешь, чтобы... Ну, типа. Ну, это Интересно. просто прикольней. Крутить капсулы, чем отдельно покупать чьи-то стики. Мгм. Мгм. Некая легкая лудомания. Ну, Ну да, типа такого. спасибо, ребята, за просмотр. С вами был Филипп Текси и Саян. Давайте пожелаем ребятам удачи в Китае. Очень надеемся, что у них все получится, все пройдет хорошо, и ребята покажут свою лучшую игру. Пока. Пока.